Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева на канале Таро Инспирационы. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс на июнь. 5 шагов к большому прорыву. Июнь перевернет планы многих из нас, поверьте, и этому способствует сразу несколько планетарных транзитов. Марс в Тельце, который, наоборот, помогает нам что-то упорядочить, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Уран в Близнецах, и, кстати, Марс до конца месяца июня. Уран в Близнецах, и это на 7 лет, это будет надолго, но у нас до середины октября ретро-Плутон. Может быть, это будет какая-то тема, которая связана, всегда ретро, это то, что очень хорошо знакомо. Это могут быть и темы личных взаимоотношений, это может быть любая та история, пусть даже касается работы. Но это то, чем вы занимались. Это не есть какая-то новая, да, вот как новинка, вообще вот вы об этом не слыхали. Значит, тут тоже где-то может быть та конфигурация, когда, опять же, упорядочить свою жизнь вам, может быть, и придется. Но это может быть что-то такое эдакое, о чем мы не предполагаем. Ну, давайте раскроем карты, раскроем секреты. И карты старинного цыганского пасьянса – это как первый шаг. Что случится, что произойдет, что ждет вас в июне. События ближайшего времени для дев. Пока не вижу совпадений, пойдем с вами дальше. А я же хочу вас пригласить на свой сайт. Ссылка будет в описании под видео. Перейдите, прочитайте. Я думаю, подсказок будет больше. Там астрологический прогноз по знакам зодиака. И у вас выпадает узел. Это прочная связь с кем-то, прочная связь. Ну, та связь, по которой вы можете... Но это как вариант, вы можете сомневаться. Вот смотрите, для кого-то из вас какие-то визиты. Может быть, это вы кому-то в гости. Просто тут прописано в пасьянсе гости. Но это и к вам могут приехать гости. Может быть, и вы куда-то собираетесь, намереваетесь или встречаетесь. Но ведь это могут быть какие-то важные контактные, важные персоны. Какие-то планируемые ваши встречи. Такое я не исключаю. И выпадает при этом бокале, при этой встрече или при гостях, выпадает Луна. Луна – это именно наши сомнения. Но вот смотрите, я тут больше вижу, смотрите, как интересно, у вас гости, а еще у вас выпадает лебедь. Это любовь и верность. Так вот, я могу предположить, вы будете сомневаться в каком-то человеке, в верности. А это безосновательно. Тут нам говорят скорее о какой-то истории, которая имеет прочную связь. По крайней мере, не занимайтесь самоедством, так и хочется сказать. И у вас выпадает закрытый путь. Возможно, ну вот банально, да, вы собирались куда-то поехать, да, с кем-то встретиться, а тут к вам человек приедет. Или когда вы решите какой-то вопрос, вот иногда ведь тоже об этом свидетельствует закрытый путь. То есть мы занимались каким-то делом, и... Может быть, это долгий период было. А теперь вы это доводите дело до ума, и уже вы к этому больше не возвращаетесь, как ставите какую-то жирную точку. Но, может быть, и когда не нужно куда-то ехать. Или наоборот, вот я больше вижу так. Закрытый путь, когда вы кому-то сами можете закрыть путь. Ну, вот тут есть такой момент. Может быть, что-то вы услышите, когда... Ну, как переносятся сроки. Вот, кстати, такое может быть. Могут меняться графики. Графики как расписание, да, расписание движения, графики транспорта. Здесь могут переноситься сроки, в принципе, будьте к этому тоже внимательны. Но вам это каким-то образом помогает, потому что якорь – это уверенность, это надежность. А у вас еще совпадает подкова. Подкова, ну и в год лошади хочется сказать. Раньше ж подкова – это символ счастья, удачи. И где-то мы можем расценивать именно как удачные какие-то моменты. Но в нашем пасьянсе это семейное счастье. Такое значение, которое присутствует. А вот и правда, у кого-то могут переноситься сроки. И тогда, мои дорогие девы, для вас это даже во благо. Может быть, как, или, знаете, место встречи планировалось в одном, как бы, да, пункте, в одном, может быть, населенном каком-то пункте или в какой-то местности, или в назначенный срок. А вот здесь вы можете что-то поменять. Вы, скорее всего, будете тут пересматривать свои планы. Дорога, да, она как будто состоится. Но, может быть,
ну, как перенос, да, дат или, может быть, даже места. Ну, для вас в конечном итоге это как для вашего блага. Почему так говорю? Потому что у вас еще в последнем ряду, а мы можем соединять в крайних рядах карты по горизонтали, по вертикали исполнение желания. Вот так. Смотрю, что еще совпало для моих любимых, надежных дев. Правда, ваш знак зодиака, он и одновременно аналитику может, да, такую сложную совершить, и одновременно на практике что-то создать, скреативить. Но и многим из вас свойственно вдохновение. Когда просто вдохновение, да, вот как идея, инсайт, то, что в голову, мы говорим, взбрело или пришло. А тем не менее, ваш знак зодиака вот как раз это может воплотить в реальной жизни. Вот что-то такое у вас может быть интересное. Не вижу больше совпадений, мои дорогие девы, поэтому давайте 4 шага мы узнаем дополнительные. А нет, уже вижу. Смотрите. А ведь и правда, у кого-то может быть или новое знакомство. У вас совпадает код. Может быть, оно уже состоялось недавно, а может быть, это будет в июне. Но это хорошее настроение. Это, в принципе, когда такие добрые энергии. Значит, хорошее настроение на протяжении июня. И к этому, в принципе, карты нам и говорят. Но, может быть, вот, знаете, когда не нужно что-то, для вас этот вот момент, когда не столько сделать что-то, знаете, как сразу, из идеи создать шедевр. Или вот с перфекционизмом опять же довести до ума. Нет, для вас вот тут другие немножко энергии важны. Умение быстро переключаться с одного на другое. Ну и где-то много значений в пасьянсе тоже ведь об этом говорит. Поэтому некогда тут сомневаться. Может быть, что-то и через практику. А если сегодня закрытый путь, значит, вы тут что-то переиграете, и больше бонусов получите, и все у вас состоится, и желание ваше исполнится. Ну и вообще тут и удача, и семейное счастье, и хорошее настроение. Ладно, идем с вами дальше. Второй шаг. Что придет? Любовь, личная жизнь, взаимоотношения в целом. Что придет в вашу жизнь? Что придет на ваш порог? И следующий шаг – это финансы. Таро на деньги. Достаем карту. Что вам нужно знать на июнь? Следующая карта, я ее назвала «Неожиданные приключения». Вот что для вас будет внезапным, неожиданным и к чему приготовиться, что ждет деву впереди. Итак, любовь, личная жизнь, тройка мечей, какое-то разочарование. Ну, ведь эта карта, вот обратите внимание, сразу говорит, это какая-то история прошлого. Может быть, ретро-Плутон, может быть, это родственники, или как через взаимоотношения какая-то история. Я могу сказать и так. Вот ретро-Плутон, экс наших бывших, может возвращать. Но давайте раскроем. Тем не менее, эта карта, знаете, здорового равнодушия. Это раньше нас цепляло. Это раньше мы вынуждены были выходить из какой-то очень такой, ну, мало что сложной, но, может быть, и мучительной ситуации. Столкнулись, даже, может быть, кто-то с предательством, да. Но вот теперь уже это отболело, раны это и нет. Уже как будто она зажила. Но именно теперь вот эта карта, ведь любая тройка – это будущее, напоминанием служит тому, что куда-то мы либо сами не пойдем, или мы сами будем в чем-то осторожными, в каком-то вопросе. Но, может быть, как напоминание, да, тут такое может быть, само по себе известие, может быть, которое связано с тем человеком, которого вы знали когда-то, и с ним была не самая приятная история. Это получить известие от конкретной персоны. И вот я сказала, вас нет в прошлом. И девятка жезлов нам как раз и говорит о том, что мы понимаем, что есть тема, когда я сделал все, что мог. Вот, возможно, вы будете выводы какие-то важные делать, как будто для вас, смотрите, наступает волшебное время туз кубков. Может быть и время важных разговоров. Кому-то из вас будет совершенно необходимо, пусть это близкие, пусть это родственники, далекая родня, или какой-то вопрос, который касался в целом взаимоотношений, он как будто к вам может вернуться. Причем вернуться в каком-то другом варианте,
с какими-то более добрыми энергиями. А что это будет для вас? Все-таки мне хочется продолжить. Но то, что, наверное, не случайно месяц выпал. Может быть, вот эта прочная связь, когда все карты говорят, то, что тебе знакомо, и, возможно, были вот эти минусы. Ну, давайте так обобщим. Ты пока, ну, как не властен эту связь разорвать. Это будет продолжаться еще какое-то количество времени. Тут действительно количество времени. Страшный суд, да, суд совсем не страшный, тут наоборот, как мелодия волшебной флейты. И это карта избавления от боли, избавления от страданий. Вы какие-то важные выводы делаете по личной жизни. А может быть, это в целом касается у кого-то взаимоотношений. Может быть, это даже какой-то близкой дружбы. И вполне вероятно, там могут быть замешаны вопросы работы или вот какой-то, ну, какая-то взаимосвязь. И здесь свой срок. Потому что это переходное значение между прошлым и будущим. Вот прошлое завершается. Но сказать, что оно вот одним махом в июне, нет. Здесь какие-то правильные выводы вам все-таки придется делать. Здесь могут быть возвраты, как я уже сказала, бывших. И будет соблазн. Вам могут предложить что-то такое, или, может быть, даже это связано с человеком, которому кто-то испытывал страстные чувства, была страстная любовь. Возможно, это и есть еще какая-то история, которая не завершена, потому что не все вопросы решены, к примеру, по прежним даже отношениям. Ну, может быть, вы расстались. Уже понятно, что да, взаимоотношения на лад не пойдут. Но пусть это даже была у кого-то семья. Но остались дети, нерешенные вопросы по части недвижимого имущества или движимого, или финансов. Вот здесь есть еще какая-то прочная связь, которая точно будет продолжаться какое-то время. Более того, для кого-то из вас это может быть еще все-таки, я такое допускаю, мои дорогие, возврат именно по личной жизни тех людей, с которыми у вас была любовь. Пусть это не для каждого. И, может быть, кто-то даже мечтает, скажет, я бы хотела или хотела, чтобы человек вернулся. Но тут и от вас самих будет очень многое зависеть. Может быть, и вам нужно сделать какой-то шаг навстречу или как-то очень правильно распределить эти отношения. Что я имею в виду? Что они значат для вас? Но то, что вы будете думать об этом, это факт. Есть какая-то личная история, которая именно теперь складывается таким образом, что наступает время делать выводы и выбор одновременно. Но это вроде как радость, это вас вдохновляет, у вас открываются новые перспективы. Ведь карта 20-го аркана говорит, не оглядывайся назад. Но и 15-й старший аркан нам говорит, не участвуй в чужой игре, иначе эта игра в любой момент может перейти в опасность. Ну, давайте узнаем, а что же там на финансы ждет Деву в июне? Но хитрее придется быть. По семерке мечей, хоть мы и говорим, это карта вора, нет, вот тут есть и другое значение, когда мы можем забрать свое. Вот как этот человек, да, он крадется мелкими шагами, да, так вот бесшумно крадется, у него 5 мечей, прижимая к груди, он смотрит на 2, которые висят на стене, он проходит мимо. Не мое, мне не нужно, своего не отдам. Что это такое, хочется узнать. Это нам о чем? Ну, как будто приходит новость, и вам после получения этой информации, этого сведения, вам нужно будет с чем-то определяться, решать. А вы знаете, карта мага. Но пусть не в этой колоде, но я должна сказать, очень часто, особенно Чару Маркетти, он прописывает в своих колодах в одном углу знак Меркурия, а в другом либо близнецы, либо Дева и близнецы. То есть, ну, это, в общем-то, как раз вы, потому что вы рождены под знаком зодиака Дева и планета-управитель Меркурий. Меркурий, это имеется в виду какая-то быстрая перестройка. Может быть, у вас по финансам будет какой-то такой момент сложный. По магу тут просто не бывает. Но у вас все ресурсы, как все стихии в руках. Но какая-то многоходовочка, вот и правда. Тут и замечтаться-то нельзя, мои дорогие. Потому что семерка мечей бдительности
призывает. Может быть, у кого-то эта ситуация даже будет связана с тем человеком, которого вы хорошо знаете. Значит, как-то правильно нужно провзаимодействовать. А возможно, вам возвращает какую-то историю судьба именно для того, чтобы вы забрали свое. Но вы именно маги и волшебники. Магами не рождаются, ими становятся. Поэтому июнь становления мага, можно сказать и так. Но, видимо, если на финансы, пусть это для кого-то из вас будет как новая ступень обучения, или переход вообще к новым способам заработка, или каким-то новым вариантам при этих заработках. Себя перестроить придется, мои дорогие. И вот, видимо, вот эта холодная голова, критическое мышление, которое вам свойственно. Ведь очень удивительно. Смотрите, опять же, если мы вспоминаем колоды Чиро Маркетти, ну, все-таки давайте немножко аналогии проведем. Любые символы, они не просто так появляются в колоде Таро. И мы часто говорим, что как бы, ну, как маг, это мужские больше энергии. Мы знаем тоже очень такую знаменитую карту старших арканов «Сила», и больше считаем, что это карта женской силы, хотя, ну, так, 50 на 50, но тем не менее. А ведь, если вам любопытно, так вот, карта сила– это солнце в Деве, или карта критического мышления. То есть знак Девы фигурирует, по сути дела, и в одной, и в другой карте. И, может быть, у кого-то взаимоотношения. Через взаимоотношения, договоренности какая-то идет финансовая история, которая связана с внешними событиями. Потому что если я упоминаю один, вам старший аркан выпал, присутствует явно второй, о котором я сказала. Может быть, это даже какая-то история, которая, опять же, с личной жизнью связана, или с каким-то конкретным человеком, как отношения, которые переходят на новый уровень. И где-то будет в этом еще интерес и по финансам. Но уж совершенно точно критическое мышление, холодная голова– это ваше все на весь период июня. Неожиданное приключение, 4-й шаг. А и правда, какая-то дорога состоится. Итоги какие-то состоятся. По 8 кубков мы ищем выход, и мы его находим. С чем это связано? Неожиданное приключение. О, ничего нам не рассказали. Будем говорить еще один старший аркан, потому что колесо фортуны– это фортуна сейчас на вашей стороне. И это удобный момент, который мы не должны упустить. Возможно, это какой-то важный выбор, опять же, да? Когда у вас добрая энергия, когда именно теперь нужно действовать. И это будет для вас означать выход из лабиринта и одновременно информационный какой-то поток, он тоже присутствует, потому что по тузу мечей это буквально либо какая-то бумага, может быть заключение какой-то бумаги, соглашения, договоры, что-то то, где мы ставим печати, если таковые имеются, или мы ставим подписи. Вы тут с чем-то определяетесь. Причем так, я не могу сказать в каком-то ускоренном режиме, нет. Скорее все очень продумано, причем до деталей, до мелочей, потому что карта мага, по-другому никак. Но и время нельзя упустить. Будьте внимательны. Я могу предположить, что вы получите, ну, как какое-то приглашение или получите новость, извещение, и понимаете, что вам куда-то нужно срочно поехать. Именно встретиться с человеком. Или вот сроки пересмотрены могут быть. Как будто что-то не отменяется, а именно переносится. И тогда хочется сказать, не терроризируйте себя, что вот там перенеслось. Вам это помогает буквально. Поэтому даже какие-то переносы прежних договоренностей, тем не менее, это тоже может быть для вас фортуна, которая открывает очень интересное приключение, неожиданное. По тузу мечей ведь это всегда неожиданно. Давайте узнаем, какая сфера жизни. Может быть, нам подскажут. Деньги, скорее всего. Или самосохранение. Или вот тут якорь, который выпал. Наверное, у каждого по-своему. Но это больше, если даже не сами деньги, а пусть это подписание документов, да? Ведь по этой карте мы наблюдаем. Наблюдаем и анализируем. И сохраняем, конечно. Но тогда это будет связано с тем, что, ну, каким-то образом это будет оказывать влияние на вас в том контексте, ну, как больше дает вам фундамента, силы,
Ваша сила, она как будто, или ваша популярность, или ваше положение, оно будет более стабильно. Поэтому это как неожиданное приключение сделать свою жизнь более стабильным. Тут буквально вам Марс в Тельце помогает. К чему приготовиться? Что ждет впереди? Королева жезлов. Королева жезлов – это та персона, которая умеет правильно работать с информацией раз и правильно распоряжаться деньгами два. Но есть тут и такая заноза, как 8 мечей. Скорее всего, что ждет впереди? Вы будете решать тот вопрос, по которому прежде вы не могли, не принять, может быть, окончательного решения, потому как оно зависело от других людей. Или вы могли в себе сомневаться, что что-то у вас не сложится. Здесь был действительно какой-то лабиринт, или вы находились долгое время, когда вы ничего с чем-то не могли поделать. Что ждет впереди? Опять же про финансы. Может быть, на самом деле, ведь это одна из лучших карт в колоде на деньги, именно на получение денег. 9 пентаклей и 9 по нумерологии – это тоже перемены. Не случайно 20-й старший аркан. Но есть тут и, знаете, как возвышенное, хочется сказать, в вашем раскладе. Но есть еще и земное. И вам, мои дорогие девы, похоже, придется соединить первое и второе, поэтому у вас и карта мага. И когда не просто это что-то вымышленное или экзальтированная наша мечта, а когда мы делаем эту мечту реальностью или осуществляем первые шаги. И в последующем, может быть, для кого-то это ожидается как получение денег, получение гонорара. Раньше вы не могли, а теперь вы найдете как лазеечку или какой-то способ. Способ договориться, потому что я такое могу предположить. Королева жезлов, вот я сказала, правильно работает с информацией. Значит, информационные потоки, где-то аналитика, опять же, ваше все. Вы видите, может быть, даже то, что поначалу выглядит запутанным. А вот эти вот гордиевые узлы вы можете распутать и принять какое-то однозначно соломоновое решение, когда для вас будет материальных бонусов значительно больше. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за вашу помощь и поддержку моего творчества, за ваши душевные и искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте мои публикации, и все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.